Добрый день, друзья! Меня зовут Кэтрин, я психолог. И сегодня мы будем разговаривать о невербальном насилии, которое применяют нарциссы и психопаты по отношению к своим жертвам. Невербальное насилие– одно из самых коварных видов насилия, потому что его невозможно услышать и очень часто даже невозможно увидеть. И именно поэтому его сложно разоблачить, а жертвам очень часто даже сложно осознать, что происходит. Какие же виды невербального насилия нарциссы и психопаты систематически практикуют? Первое– пытка молчанием. Молчание как инструмент давления. Очень часто нарциссы прибегают к такому механизму. Для чего? Для того, чтобы наказать, для того, чтобы перехватить инициативу, чтобы доминировать, чтобы стать негласным лидером, допустим, в отношениях. Например, один человек, нарцисс, обижается на что-то, молчит, и все другие в семье или в компании невольно начинают уже чувствовать себя дискомфортно, начинают переживать, а почему же молчун молчит, а что же нужно сделать, чтобы данный человек перестал обижаться. И вот так веселая компания, допустим, которая отправилась на отдых, внезапно может уже перестать веселиться и отдыхать, потому что кто-то из них занял вот такую стратегию молчания. Почему особенно тяжело переносят пытку молчанием дети, если такое к ним применяют родители? Потому что для ребенка важна реакция. Он ориентируется на окружающий мир через своего родителя. Его родитель– это его проводник к миру. Как понимать мир? Ребенок смотрит на родителя, замечает его реакции и далее либо копирует, либо бунтует, но так или иначе он всегда смотрит на своего родителя. Поэтому диалог ему необходим. А если родитель, который страдает нарциссизмом, такую тактику применяет, что как чуть что-то ему не нравится в поведении ребенка, он молчит, не разговаривает, не смотрит на своего ребенка, отворачивается, не дает ему руку, делает вид, что его не существует. Для ребенка это отвержение, чувство брошенности, одиночество– это абсолютно непереносимо, потому что его психика не сформировалась, он только растет, ему нужно опереться на другую личность. И тут эта личность его отвергает. Безусловно, дети испытывают большой страх, панику. Для них такое отвержение равноценно угрозе их существованию. То есть, по сути, они на ментальном уровне начинают исчезать, если их от себя отталкивать. Особенно, если это происходит в маленьком возрасте, когда ребенок еще совсем малыш, когда он еще не ходит в школу, и весь его мир, допустим, вращается вот вокруг родителя. Что важно запомнить? Если кто-то в вашем окружении применяет такую тактику, как молчание, то это не обязательно, конечно, нарцисс и психопат. Бывает, что и обычные люди просто по незнанию или переняли чью-то другую такую же позицию, тоже начинают использовать это молчание как аргумент, так скажем. Так вот, если такое делают против вас, то вы должны первое осознать, раз и навсегда запомните, что демонстративное молчание– это абьюз, это агрессия по отношению к вам. Если на вас обиделись, вас не замечают, молчат, отворачиваются, то это не они, эти люди, обижаются на вас. Это они вас атакуют, это они вас абьюзят. Тут уже вы жертва в этой сложившейся динамике. Даже если изначально именно вы сделали ошибку. Например, вы опоздали на свидание. Да, вы виноваты. Вы прибежали, вы, допустим, извинились, и вот ваш друг или ваша подруга вроде бы говорит: ну ладно, идем гулять. Но во время прогулки с вами не разговаривают или
это такое официальное общение, отстраненное, подчеркнуто отстраненное общение, то здесь уже вас начинают наказывать. Значит, вы уже в позиции жертвы, а этот молчун в позиции кого? В позиции того, кто имеет право вас наказывать. И вот задайте себе вопрос, а хотите ли вы, чтобы к вам применяли такую дрессуру? И если вы понимаете, что рядом с вами находится в целом адекватный человек, то нужно это проговорить и обсудить. Если же вы понимаете, что человек не совсем психически адекватный, ну, далее вы уже сами выбираете, стоит ли вам общаться с такими людьми, либо нет. Итак, первая невербальная агрессия – это молчание. Второй вид – это дистанцирование. Что такое дистанцирование? Именно как применяют это нарциссы и психопаты. Они умышленно игнорируют или дистанцируются от тех тем, от тех качеств жертвы, от тех условий жизни, которые не вписываются в выдуманную ими картину мира. Если вот этому нарциссу нужно, чтобы конкретно его ребенок был двоечником, плохо учился, плохо себя вел, то все, что показывает на обратную сторону медали, что ребенок достигает каких-то успехов, кто-то его хвалит, все это будет умалчиваться. И, например, ребенок хочет родителю показать что-то, ну, допустим, уже взрослый ребенок, допустим, он уже в институте учится, он приносит свою зачетку, показывает, что он получил высший балл. И тут его родитель, нарцисс, допустим, просто молча выходит из комнаты или говорит, или переводит тему. Такой, что ты показываешь? Ну понятно. Так, мне нужно пойти на работу, и он так раз и ушел. То есть ребенок не получает похвалы. Или, например, муж, которому жена навесила ярлык нищего, пьяницы, неудачника. А тут вдруг он начинает хорошо зарабатывать, а тут вдруг он перестает пить. Она будет это тоже игнорировать, делать вид, что ничего не происходит. Потом она скажет, какие деньги? Да никакие деньги ты не приносишь. Как это ты не пил? Да ты всегда пил, хватит меня обманывать. Я не верю тебе, что ты уже 6 месяцев не пьешь. Не верю, нет, ты все равно выпиваешь, ты просто там зажевываешь чем-то и все. Либо, если нарциссу нужно болеть, это, допустим, такой скрытый нарцисс, или грандиозный, но вот он выбрал себе такую тактику, что вот у него вечно какие-то проблемы со здоровьем, и, соответственно, его жертвы должны о нем заботиться. И если вдруг его жертва посмеет только сама заболеть, нарцисс отвернется, нарцисс не будет помогать, потому что это его, как в игре, да, что это я тот, кто, допустим, хожу белыми шахматами, да, а ты ходишь черными. Вот если нарцисс себе выбрал, что это он болеющий, страдающий, то если его партнер по-настоящему заболеет, нарцисс не то чтобы руку помощи протянет, он разозлится, он воспримет это как личное оскорбление. У него будет ненависть, зависть, злоба. Как ты посмел? Ты посягнул на мою территорию. Больница, лекарства – это мое. Это я хожу. Это у меня протоколы лечения. Это я с врачами там воюю. Соответственно, дистанцирование выглядит именно так. То есть нарцисс будет демонстративно делать вид, что он не замечает, что, допустим, его партнер болеет, потому что это не вписывается в его картину мира. Следующая невербальная агрессия – это создание определенных ритуалов-триггеров. Это ритуалы, которые направлены на запугивание, на показывание доминирования. И здесь разные личности с НРЛ действуют по-разному. Вот, например, один нарцисс, допустим, такая тихая бабушка. Она всегда приходит в гости и тихо-тихо стучит. Очень тихо. А когда ей не сразу открывают дверь, она либо начинает внезапно бить кулаками, уже сильно, с агрессией, и ей, допустим, говорит, бабуля, ты что? А она уже в слезах.
вы меня не хотите видеть. Я к вам пришла, я вам это принесла, какие-то угощения. А я стучу, стучу, я тут уже сколько стою, а вы меня не пускаете. И она говорит, вот, берите эту сумку с угощениями, и я к вам не пойду в гости, вы потому что меня не пускаете. Она будет разворачиваться, в слезах уходить, допустим, ее внучки, бабуля будут ее там задерживать, да мы не услышали, да ты тихо стучалась. Она потом придет в следующий раз, опять будет очень тихо стучаться в дверь. Для чего? Чтобы ее ждали в напряжении, чтобы потом, допустим, ее внучки сидели уже и прислушивались, кто там скребется, или это ветер дует, или это бабушка там тук-тук, да, очень-очень тихо стучит. Или, например, абьюзер-отец идет домой, и у него вот такая огромная кипа ключей. И он подходит каждый раз к дому, допустим, у них частный дом, и он начинает доставать эти ключи, они у него звенят. Ему нужно-то из этой кипы ключей всего 2. Он носит их там 102. И вот, или там специальное покашливание издает, или звякает ключами, чтобы все домашние уже напряглись, чтобы все поняли, о, он идет, да, мы уже должны по струнке смирно сидеть. Такие ритуалы могут быть разные, звуковые, но чаще всего именно звуковые какие-то эффекты, когда уже ясно, что все начинается. Следующий вид агрессии – это атака на личные вещи жертвы. Опять-таки, это все происходит очень тихо, это происходит невербально. Просто у жертвы начинают пропадать ее вещи. Причем это не обычные вещи, это вещи-символы. Они могут не иметь никакой ценности. Это может быть старая раскраска, анкета, которую ребенок составлял в свои 7-8 лет. И именно эта раскраска пропадет, будет выброшена. Либо нарцисс будет какие-то вещи заимствовать, брать без спроса, переделывать под свой вкус. Для чего все это? Для того, чтобы через вещи показать, что тебя здесь нет. Ты никто. Я – это ты. Я владею всем. Какой может быть здесь пример? Давайте возьмем 2 сестер. Одна из них Санареллу. Она берет у другой сестры какое-то, допустим, платье. Да, берет платье. Красивое длинное платье. Вечернее. Она его берет и без спроса переделывает. Отрезает низ, и платье становится коктейльное. Такое выше колен. И вот она показывает, смотри, допустим, она даже может попросить на выход платье, но потом без спроса переделать и показать его в таком виде уже, как она решила. И когда ее сестра, допустим, заплачет, расстроится, скажет, зачем ты испортила мое платье, нарцисс изобразит удивление, еще и обидится, скажет, ты что, я же как лучше старалась, так никто уже не носит с длинным подолом, ты что, попадья? Вот, смотри, модный фасон, я сама потратила, портнихе деньги отдала. Ты что, не рада? Ну вот, что бы я для тебя не сделала, да, все не так. Соответственно, атака на вещи, она будет выражаться, возможно, в том, что ваши вещи будут кому-то передаваться. Вот, например, у вас есть ваша любимая, не знаю что, и потом это любимое что-то вы видите у вашего кузена или кузины, двоюродного брата, двоюродной сестры. И мать говорит, ой, слушай, у тебя столько этого барахла, ну подумаешь, ну отдала я это, ему тоже хочется. А для вас эта вещь была очень ценная, она была вам очень нужна, но у вас ее забрали именно потому, что это была ваша ценная вещь. Это было то, что характеризовало именно вашу личность. Потому что как вырабатывается личность? Через хобби, через интересы, через ценности. И именно на это и будет направлен удар. Если у нас дочка увлекается, она хочет быть модельером, она, допустим, хорошо шьет. И вот она учится в колледже, ей задали там сделать какие-то выкройки, какие-то там, может быть,
модели, там, кукольные, да, кукольные какие-нибудь платьишки. Она будет стараться, она будет все это аккуратно делать, и на следующее утро она ничего не найдет. И мать такая: "А я не знала, что тебе это нужно. Я думала, это ты уже все это ты утилизировала. Оно же валялось на диване, я и выбросила. Ну, слушай, ну, в следующий раз ты хотя бы предупреждай". Да, вот она нечаянно будет забирать эти вещи. Ну и следующая невербальная агрессия может выражаться через атаку на пространство. Опять-таки, абсолютно тихо. Может быть такое правило в семье, что ни у кого нет своего места. Все постоянно перемещаются. У человека нет своей комнаты, нет своей кровати. Его постоянно сгоняют. Он то спит на одном диване, потом ему говорят: "Ой, иди, давай, поменяйся местами, теперь я буду спать здесь". Или: "Можно я с тобой посплю? Давай, там, будем с тобой вместе, допустим, спать". Нарцисс может забывать, в кавычках, да, забывать свои вещи в шкафу жертвы для того, чтобы ночью ворваться в эту комнату, открыть шкаф, начать там что-то искать. "Что ты ищешь в моем шкафу?" скажет испуганная жертва. На что нарцисс скажет: "Мою кофту! Тут моя кофта лежит". То есть они могут даже специально что-то давать взаймы, как будто бы: "На, возьми, поноси, мне не жалко", только для того, чтобы потом иметь такую возможность зацепиться вот через эту вещь. Или когда, например, в квартире этот человек начинает делать уборку в самый там неподходящий момент. Только вы закрыли дверь в свою комнату, потому что к вам пришла подружка. Тут идет, допустим, папа-нарцисс или мама-нарцисс с пылесосом, да, и он уборку решил делать. И вам еще потом выговаривает, что вот, я убираюсь, а ты друзей здесь водишь. То есть вторжение на территорию, никому ничего не принадлежит, свои вещи нарцисс закидывает жертве, чтобы потом это все забрать. У жертвы тоже он занимает вещи. Или как еще происходит вторжение на территорию? Например, вы находитесь в ванной комнате, умываетесь. И обязательно, обязательно заглянет туда нарцисс. Он там тоже что-то потерял. Ему срочно нужно туда зайти, вот пока вы умываетесь. Вот именно тогда, когда вы там умываетесь. Вот такие виды невербальной агрессии я перечислила и буду рада вашим комментариям. Спасибо за внимание.